Всем огромный привет! В этом видео мы вместе с вами свяжем такой красивый пасхальный мешочек на куриные яйца. Для работы я использовала пряжу фирмы Yarn Art Etamin. Здесь в 30 граммах 180 метров, 100% акрил. Крючок подобрала 1,5 мм. Пасхальные мешочки я вязала двух размеров. Здесь, если считать по веерочкам, 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Здесь 5. На один ряд больше. 1, 2, 3, 4, 5. Все зависит от того, какие куриные яйца вы подберете и какой пряжей вы будете вязать. Если пряжа будет слишком тонкая, тогда провяжите еще один ряд. Если вы подберете пряжу чутка больше, тогда вам будет достаточно и 4 ряда. Набираю цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединяю в кольцо с первой воздушной петлей, провязываю полустолбик, ввожу крючок в первую воздушную петлю и провязываю полустолбик. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В начале каждого ряда 3 воздушные петли будут заменять столбик с одним накидом. Теперь в кольцо нужно провязать 18 столбиков с одним накидом. Один столбик с накидом уже есть. Осталось провязать 17 столбиков с одним накидом. Делаю накид, пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу, захватываю рабочую нить, пропускаю через первые 2 петли на крючке. Снова захватываю рабочую нить и пропускаю через оставшиеся петли на крючке. Столбик с одним накидом. Делаю накид, пропускаю крючок, в кольцо, захватываю рабочую нить, вывожу. Захватываю рабочую нить, пропускаю через первые 2 петли на крючке. Снова захватываю рабочую нить, пропускаю через оставшиеся петли на крючке. 1, 2, 3 столбика с одним накидом. Продолжаю вязать далее. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Соединяю с третьей воздушной петлей в начале ряда. 1, 2, 3. Провязывая полустолбик. Первый круг готов. Вяжу 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Во втором кругу нужно будет также провязать 18 столбиков с одним накидом. 3 воздушные петли в начале ряда вместо одного столбика с одним накидом. Теперь провязываю далее. Столбики с одним накидом буду провязывать не в петли предыдущего ряда, а под сами вот эти петли. Делаю накид, пропускаю крючок не в петлю предыдущего ряда, а вот между столбиками с одним накидом. Вот сюда. Захватываю рабочую нить, вывожу и провязываю столбик с одним накидом. Следующий. Вот петля предыдущего ряда. Вот между следующими столбиками с одним накидом. Вот сюда. Провязываю столбик с одним накидом. Делаю накид, пропускаю крючок не в петлю столбика с одним накидом предыдущего ряда, а под нее, между столбиками с одним накидом. И получается вот такой узор. Продолжаю вязать далее.
Нужно также провязать 18 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Есть. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Провязала 18 столбиков с одним накидом. Теперь соединяю в начале ряда с третьей воздушной петлей. 1, 2, 3. Провязывая полустолбик. Второй круг готов. Вяжу 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Перехожу на третий круг. Также 3 воздушные петли вместо одного столбика с одним накидом. В третьем кругу вяжу так же само, как и в предыдущем. 18 столбиков с одним накидом, только уже между ними по одной воздушной петле. То есть сюда провязываю одну воздушную петлю, делаю накид. Так же само провязываю столбики с одним накидом не в петлю предыдущего ряда, а под нее. Одна воздушная петля, столбик с одним накидом под петлю. Одна воздушная петля, столбик с одним накидом под петлю. Одна воздушная петля. И так нужно провязать до конца круга 18 столбиков с одним накидом и между ними по одной воздушной петле. Самостоятельно довязываю до конца круга. Столбик с одним накидом, одна воздушная петля, столбик с одним накидом, одна воздушная петля. Довязала до конца круга, соединяю в начале ряда с третьей воздушной петлей. 1, 2, 3. Провязываю полустолбик. Третий круг готов. Вяжу 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Привяжу столбик с одним накидом под воздушную петлю. И столбик с одним накидом в петлю столбика с одним накидом предыдущего ряда. Один столбик с одним накидом под следующую воздушную петлю. И один столбик с одним накидом в петлю столбика с одним накидом предыдущего ряда. Один столбик с одним накидом под воздушную петлю. Один столбик с одним накидом в петлю столбика с одним накидом предыдущего ряда. И так провязываю до конца круга. В сумме должно получиться 36 столбиков с одним накидом. Вяжу один столбик с одним накидом под воздушную петлю и один столбик с одним накидом в петлю. И так провязываю до конца круга. Довязываю до конца круга. 35 столбик с одним накидом и 36. Соединяю в начале ряда с третьей воздушной петлей. 1, 2, 3. Провязываю полустолбик. Четвертый круг готов. Вяжу 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Сюда же, в эту петлю, я провязываю еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. И вместе с 3 воздушными петлями я провязала 3 столбика с одним накидом. Теперь вяжу 2 воздушные петли. 1, 2. И сюда же, в эту петлю, провязываю еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Получается вот такой веерок. Пропускаю 2 петли, 1, 2,
в третью вяжу столбик без накида. 1, 2, пропускаю, в третью провязываю столбик без накида. Снова пропускаю 2 петли и в третью вяжу вот такой вот веерок. 1, 2, пропускаю и в третью провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные петли, 1, 2, и сюда же еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Пропускаю 2 петли, в третью вяжу столбик без накида. Делаю накид, пропускаю 2 петли, 1, 2, и в третью провязываю следующий веерок. 1 столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом, третий столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Пропускаю 2 петли, в третью провязываю столбик без накида. Я провязала 3 веерочка. По всему кругу должно получиться 6 таких веерочков. То есть осталось провязать еще 3 таких веерочка. Делаю накид, пропускаю 2 петли, в третью ввожу крючок, провязываю 1 столбик с одним накидом, второй, третий, 2 воздушные петли, 1, 2, и сюда же еще 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3. Пропускаю 2 петли, в третью провязываю столбик без накида. Делаю накид, пропускаю 2 петли, 1, 2, в третью провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли, 1, 2. И еще 3 столбика с одним накидом сюда же. 1, 2, 3. Пропускаю 2 петли, 1, 2, в третью провязываю столбик без накида. Делаю накид, пропускаю 2 петли, в третью провязываю 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3. Пропускаю 2 петли, 1, 2, в третью ввожу крючок, провязываю столбик без накида. И вот 1, 2, и вот 2 петли пропускаются, и вот в третьем уже идет следующий веерок. Мы же соединяем с третьей воздушной петлей в начале ряда 1, 2, 3, провязывая полустолбик. Вот так завершила вязание ряда. В следующие 2 петли провязываю 2 полустолбика, 1, следующую петлю, 2, под воздушную петлю провязываю еще полустолбик. Вот таким образом перехожу на следующий ряд, вяжу 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Теперь буду вязать такие же веерочки под вот эти воздушные петли. 3 воздушные петли вместо столбика с одним накидом, еще провязываю 2 столбика с одним накидом под воздушные петли, 1, 2, в сумме 3 воздушные петли. Теперь вяжу также 2 воздушные петли, 1, 2, и сюда под эти воздушные петли провязываю еще 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3. Теперь вяжу 1 воздушную петлю и перехожу на следующий веерок, буду провязывать под вот эти следующие 2 воздушные петли. Провязываю 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 2 воздушные петли, 1, 2, и сюда еще 3 столбика с одним накидом, 1,
2, 3. Одна воздушная петля. Перехожу на следующий веерок. Под воздушные петли провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные петли, 1, 2, и сюда еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Одна воздушная петля. Вот так перехожу на следующий веерок под воздушные петли. Провязываю такой же самый веерок. 3 веерочка я провязала. Осталось провязать еще 3 веерочка. Самостоятельно довязываю последние 3 веерочка. Я провязала оставшиеся 3 веерочка. Одна воздушная петля. Теперь соединяю в начале ряда с 3 воздушной петлей. 1, 2, 3. Провязывая полустолбик. Вяжу полустолбики. 1, следующую петлю также 1, и под воздушную петлю также провязываю 1 полустолбик. Так перехожу на следующий ряд. Вяжу 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Вяжу 2 столбика с одним накидом под воздушные петли, 1, 2. Вместе с воздушными петлями получается 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 1, 2, и сюда еще 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3. Также 1 воздушная петля и перехожу на следующий веерок. 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 2 воздушные петли, и сюда еще 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 1 воздушная петля. И так провязываю до конца этот ряд. Раппорт данного узора идет вот второй ряд, если считать ряды с веерочками. Первый, второй, третий. Вот мы повторяем второй ряд. Я провязала 4 таких вот ряда. Но вот это яйцо, оно небольшое. Если вы будете вязать на большие яйца, тогда провяжите еще один ряд. Здесь у меня вот 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Подстраивайтесь под те куриные яйца, которые будут у вас. Здесь я вяжу 3 ряд. Можно провязать еще 3 и 4. Кому надо провязать на большие яйца, провяжите еще один ряд, 5. Довязываю до конца ряд. Еще раз покажу, как я перехожу на следующий ряд. Здесь вот 1 воздушная петля. Провязываю полустолбик с 3 воздушной петлей в начале ряда. 1, 2, 3. Провязываю полустолбик. Провязываю еще 3 полустолбика. 1, 2, 3 под воздушные петли. 3. Теперь вяжу веерок. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 столбика с одним накидом сюда под воздушные петли. 1, 2, 2 воздушные петли, 1, 2, и сюда же еще 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 1 воздушная петля, 1, 2, 3, 4. Вяжем 4 ряд. Кто будет вязать на большие куриные яйца, тогда провяжите еще один ряд, 5. Я провязала 5 рядов с веерочками, 1, 2, 3, 4, вот 5. Соединяю с 3 воздушной петлей в начале ряда, провязываю полустолбики, 1, 2, 3 под воздушные петли, вяжу 3 воздушные петли, 1, 2, 3, они вместо столбика с одним накидом. Теперь вяжу 3 воздушные петли, 1, 2, 3,
И сюда же под воздушные петли провязываю 1 столбик с одним накидом. Вяжу 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Перехожу под следующие воздушные петли, провязываю 1 столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Сюда же еще 1 столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Перехожу под следующие воздушные петли, провязываю 1 столбик с одним накидом, затем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И сюда еще 1 столбик с одним накидом. И так нужно будет провязать до конца ряда. Вяжу 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Перехожу под следующие воздушные петли, провязываю столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И сюда еще столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Под воздушные петли провязываю столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и сюда еще столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. Перехожу под последний веерок, под воздушные петли провязываю столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом сюда же и 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Довязала до конца круга. Теперь соединяю с 3 воздушной петлей в начале ряда, 1, 2, 3, провязывая полустолбик. Вяжу 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Перехожу на вязание последнего ряда, также 3 воздушные петли вместо столбика с одним накидом. Вяжу 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Вяжу столбик с одним накидом в петлю столбика с одним накидом предыдущего ряда. Вот сюда. Вяжу 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Вяжу столбик с одним накидом в петлю следующего столбика с одним накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Провязываю столбик с одним накидом в следующую петлю столбика с одним накидом предыдущего ряда. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И так довязываю до конца круга. Довязала до конца круга, соединяю в начале ряда с 3 воздушной петлей, 1, 2, 3, провязывая полустолбик. 1 воздушная петля, хорошо его стягиваю, и нить можно отрезать. Все торчащие нити, все спрятала, поворачиваю на лицевую сторону. Можно завершить работу, пропустив вот такую вот ленточку, или же провязать вот такую вот веревочку. Я покажу, как я провязала вот такую веревочку. Вяжу 3 воздушные петли, 1, 2, 3, соединяю в кольцо с первой воздушной петлей, вяжу 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Теперь в кольцо провязываю столбики с одним накидом. Количество столбиков с одним накидом все зависит от вашего желания. Я провяжу 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Соединяю с третьей воздушной петлей полустолбиком. Провяжу еще один полустолбик в следующую петлю. Теперь вяжу воздушные петли, чтобы веревочка получилась приблизительно длиной 15-20 сантиметров. Провязываю только одни воздушные петли. Вот у меня веревочка получилась, даже больше, чем 20 сантиметров. Теперь провязываю полустолбик в четвертую воздушную петлю от крючка. Отсчитываю 1, 2, 3, 3 воздушные петли. Вот в четвертую провязываю полустолбик, вяжу 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Я работу поворачиваю и теперь в кольцо провязываю также 15 столбиков с одним накидом. Один уже есть. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Соединяю с третьей воздушной петлей в начале ряда. Провязываю полустолбик. В следующую петлю также провяжу еще один полустолбик, 1 воздушная петля, нить отрезаю. Теперь прячу все торчащиеся края. Теперь вот эту веревочку пропускаю через последний ряд. Я надела мешочек на маленькое куриное яйцо, и видно, что мешочек чутка побольше. Вы смотрите под себя, как вам будет удобно, какую вы пряжу подберете. От этого будет зависеть и размер мешочка. На этом все. Кому мое видео было полезным, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С наступающим вас светлым днем Пасхи! Пока-пока!